Реал Мадрид продлит контракт со своим голкипером. Реал предложит голкиперу Тибо Куртуа продлить контракт еще на 2 года, сообщает издание Релево. Действующее соглашение бельгийца, которому 11 мая исполнится 33 года, рассчитано до лета 2026 года. То есть сотрудничество хотят пролонгировать до лета 2028. Все идет к тому, что контракт будет продлен. Футболист стремится оставаться в Реале как минимум до 35 лет. Соглашение окончательно будет заключено в ближайшие недели, что станет первым шагом к построению Реала на следующие годы. Куртуа считается ключевым игроком, на котором должна строиться команда Реала на ближайшие годы. Его роль в раздевалке продолжает расти. Как для президента клубов, так и для тренерского штаба он неприкасаем. Игрок Барселоны – фаворит на получение золотого мяча. Портал «Гол» обновил рейтинг номинантов на золотой мяч по итогам текущего сезона. Возглавлять список продолжает вингер Барселоны Рафинья Диас. Далее следует Усман Дембеле из ПСЖ. Замыкает топ-3 еще один полузащитник каталонцев Ламин Ямаль. В топ-10 только один представитель Реала – Килиан Мбаппе. Дорогие зрители, а перед тем, как мы продолжим, поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь на канал. Спасибо за то, что с нами. Анчелотти покидает мадридский Реал. Главный тренер Реала Карло Анчелотти достиг договоренности о работе со сборной Бразилии, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Отмечено, что соглашение вступит в силу в июне. Итальянец и Реал расторгнут контракт. На клубном чемпионате мира с командой будет работать другой тренер. Таким образом, Анчелотти будет работать с бразильцами на чемпионате мира в США, Канаде и Мексике. Напомним, ранее бразильскую команду возглавлял Доривал Жуниор, но он был уволен. Что касается Анчелотти, то специалист тренировал Реал с 2013 по 2015 год, после чего снова возглавил команду в 2021. Вместе с командой он завоевал 15 трофеев. Барселона установила новый рекорд в Лиге чемпионов. В финальном матче юношеской лиги УЕФА Барселона победила Трабзонспор со счетом 4-1. Каталонский клуб выиграл этот турнир в 3-й раз в своей истории. В 2014 Барса в финале победила Бенфику 3-0, а в 2018 с аналогичным счетом выиграла у Челси. Теперь Барселона на первом месте за победами в юношеской лиге, на втором месте Челси, у него 2 победы. 38-летний Варди отказался покидать АПЛ. Форвард Лестера Джейми Варди не хочет играть в чемпионшипе, сообщает Sky Sport. По данным источника, 38-летний нападающий считает, что он еще может многое предложить на высшем уровне и полон решимости продолжить свою карьеру в премьер-лиге. Напомним, Лестер досрочно вылетел в чемпионшип. Команда набрала 18 очков в 33 матчах и занимает 19 место. Джейми присоединился к Лестеру в 2012-м. Вместе с командой он вышел в АПЛ, а затем стал чемпионом Англии, выиграл Кубок страны и Суперкубок Англии. 30 июня контракт англичанина с клубом завершается. Он станет свободным агентом. В этом сезоне он сыграл 33 поединка, забил 8 голов и отдал 3 ассиста. Брат Беллингема Джоб получил солидное признание. Полузащитник Сандерленда Джоб Беллингем был выбран лучшим молодым игроком сезона и попал в команду сезона в чемпионшипе. В этом сезоне 19-летний англичанин забил 4 гола и отдал 3 ассиста в 39 встречах на клубном уровне. На данный момент Сандерленд занимает 4-е место в чемпионшипе, имея 76 очков после 45 туров. Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед может подписать Джоба Беллингема за 30 миллионов фунтов. Вратарь Реала Андрей Лунин близок к уходу из команды. Голкипер Реала Андрей Лунин заинтересовал несколько клубов, сообщает Марка. Несколько команд спрашивали информацию о ситуации 26-летнего украинца у его агента Жоржа Мендеша. Самым настойчивым является Галатасарай, но пока никаких разговоров о сделке не было.
только идет анализ ситуации. Несколько дней назад Мендеш встретился с руководством Реала, чтобы сообщить о текущей ситуации с вратарем и начать обсуждение полученных предложений. Андрей в прошлом году продлил с Реалом контракт до 2030-го, но текущий сезон не был таким, на который он надеялся, когда подписывал новое соглашение. В этой кампании вратарь играл в Кубке Испании и подменял Тибо Куртуа, когда бельгиец был травмирован. Но проведенный в запасе финал Испанского Кубка не дает полагать, что ситуация изменится для украинца. Атлетико Мадрид готов солидно потратиться на трансфер защитника. Атлетико может подписать центрального защитника Тоттенхэма Кристиана Ромеро, сообщает АС. По данным источника, Атлетико стремится усилить оборону. Ромеро стал главной трансферной целью мадридцев, и подписать его будет проще, в случае, если шпоры не попадут в Лигу чемпионов на следующий сезон. Сообщается, что лондонцы считают стартовой суммой для переговоров 70 миллионов евро, тогда как Атлетико планирует подписать 27-летнего аргентинца за 40-50 миллионов плюс бонусы. И, если возможно, постарается оформить трансфер до начала клубного чемпионата мира. Байер подписал звезду немецкого чемпионата. Байер подписал все документы по трансферу атакующего полузащитника Герта Ибрагима Мазы, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. В ближайшие дни игрок пройдет медосмотр и подпишет контракт до 2030 года. Сумма трансфера составит около 12 миллионов евро. Маза является воспитанником Герты, которая выступает во второй Бундеслиге. В этом сезоне он отличился 7 голами и 3 ассистами в 32 поединках за клуб. В октябре 19-летний Ибрагим дебютировал за сборную Алжира. Хаби Алонсо возглавит Реал Мадрид. Главный тренер Байера Хаби Алонсо находится в шаге от достижения полного согласия с Реалом, сообщил журналист Матео Моретто. В ближайшие дни испанский специалист встретится с руководством немецкого клуба, чтобы сообщить о своем желании переехать в Испанию. Сообщается, что тренер готов возглавить команду перед клубным чемпионатом мира по футболу, который пройдет в Америке. Ханс-Дитер Флик может завершить карьеру тренера. Главный тренер Барселоны Ханс-Дитер Флик может завершить тренерскую карьеру после ухода из каталонского клуба, сообщает издание Mundo Deportivo. По данным источника, Флик не раз подчеркивал, что не планирует работать еще много лет. Немец не исключает завершение тренерской карьеры после ухода из Барселоны. Ганс возглавил команду прошлым летом. Его нынешний контракт заканчивается в июне 2026 года. Однако в ближайшее время он продлит контракт с клубом до 2027 года. Сейчас бывшему тренеру Баварии и сборной Германии 60 лет. Дорогие зрители, ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на канал. Спасибо за то, что с нами.